Миллионы маленьких монстров, которые сметают все на своем пути. Для них не существует преград. Они не привыкли менять направление. Их панически боятся даже крупные животные. Ведь это словно единый живой организм с миллионами ног и смертоносных челюстей. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – неутомимые кочевые муравьи. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Кочевые, бродячие или армейские муравьи – общее название для более чем 200 видов муравьев, которых объединяют вовсе не родственные связи, а совершенно уникальная модель поведения. Колонии этих насекомых обитают на территории Африки, а также в Центральной и Южной Америке. И все они не имеют постоянных гнезд, проводя всю свою жизнь в бесконечных походах. Несмотря на кочевой образ жизни, каждая колония действует как единое целое, и каждый строго выполняет отведенную ему задачу. Мелкие муравьи рабочие ответственны за охоту, перетаскивание добычи и транспортировку личинок. Солдаты – куда более крупные особи с огромными и невероятно мощными челюстями-мандибулами. Они держатся по краям колонии и выполняют защитную функцию. Далее по списку еще более внушительные по размерам самцы, у некоторых видов достигающие 3-сантиметровой длины. Их единственной задачей становится полет к королевам других колоний для продолжения рода. И, наконец, сама королева является ключевой фигурой. Она может достигать длины в 5 сантиметров и за месяц производить сотни тысяч яиц. Каждая колония насчитывает от 100 тысяч до более чем 20 миллионов особей. Перемещаясь, муравьи образуют сплошное живое полотно, ширина которого может превышать 20 метров, а длина целых 100. Любое препятствие на пути становится лишь временной проблемой, ведь за считанные минуты рабочие способны соорудить мост из собственных тел, сцепившись друг с другом специальными коготками. Нетрудно догадаться, что любой чужак, встреченный на пути, подвергается незамедлительной атаке, которой, в зависимости от размеров цели, подключаются сотни или тысячи особей. Спасаться бегством уже поздно. Острые и сильные челюсти пронзают даже прочную броню, вводя в тело жертвы кислоту, парализующую и расщепляющую ее изнутри. Цели, в десятки раз превышающие в размерах, за секунды разбираются на части. Добычей становятся не только насекомые, но и рептилии, мелкие млекопитающие и даже закованные в тяжелые доспехи скорпионы. Эти смертоносные создания не в силах тягаться с такими мелкими захватчиками, которые демонстрируют удивительную сплоченность и самоотдачу, что не оставляет гиганту шансов. К атаке на бронированную цель подключаются солдаты, чьи огромные челюсти быстро находят брешь во вражеской защите. После чего ядовитый соперник по частям отправляется вглубь колонии, чтобы стать кормом для личинок и королевы. Единственным шансом уцелеть при встрече с кочевниками – сохранять полную неподвижность. Муравьи различают лишь свет и тень, поэтому у обладателей бесконечной выдержки есть все шансы избежать нападения. Однако основной целью кочевых муравьев становятся другие колонии социальных насекомых. Термиты – превосходные строители, которые из песка и собственной слюны возводят настоящие крепости. И на протяжении миллионов лет их замки подвергаются постоянным набегам. Когда цель обнаружена, муравьи оставляют пахучий след. Уже через несколько секунд атакующая группа выдвигается в лабиринты, но солдаты термитов далеко не беззащитны. Вооруженные не менее грозными челюстями, они дают отпор и поднимают тревогу, создавая вибрации собственным телом. Однако муравьи берут числом.
При поддержке солдат они без труда ломают первую линию обороны и отправляются на поиски питательных личинок. Отдельные виды кочевых муравьев путешествуют прямо по деревьям, наводя ужас на всех, кто скрывается в высоких ветвях. Даже такие опасные насекомые, как осы, в панике покидают свое укрытие, ведь участь оставшихся особей незавидна. С присущей слаженностью маленькие монстры опустошают гнездо и отправляются на поиски очередной добычи. Однако кочевые муравьи не всегда находятся в движении. Вся их жизнь состоит из двух чередующихся стадий. Через несколько дней, когда личинки превращаются в куколок и больше не нуждаются в пище, затяжной поход сменяется длительной стоянкой. За короткий срок рабочие организуют шарообразное живое гнездо. Цепляясь друг за друга, муравьи способны выдержать нагрузку из сотен себе подобных. В этот период за прочными стенами из своих подданных королева откладывает новые яйца. Когда из куколок появляется свежая партия рабочих, а из яиц новые личинки, колония вновь приходит в движение, превращая огромное убежище в организованную колонну. Ежедневно колония сметает десятки, а иногда и сотни тысяч живых существ, чем вносит ощутимый вклад в окружающую экосистему. Большинство видов бродячих муравьев активны в светлое время суток, а на ночь они вновь сооружают укрытие из сотен тысяч собственных тел. Оказывается, даже у целой армии муравьев могут быть враги. Например, мелкие соседи из рода Паратрихина специализируются на отлове отбившихся особей. Длина тела рабочих всего около 2 мм, однако, полагаясь на слаженную работу, налетчики способны совладать с превосходящим в силах соперником. Хотя для многомиллионной колонии такие потери легко восполнимы. Укусы кочевых муравьев болезненны, но не опасны для жизни. Однако, учитывая количество насекомых, местные жители боятся их как огня. И если путь колонии лежит через поселение, его жители в спешке покидают деревни и забирают с собой домашних животных. Зато после такого нашествия исчезают не только клопы и тараканы, но и более крупные неприятные создания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!